Приветствую, друзья! О наушниках IKKO OH1 слышали, наверное, все интересующиеся этой темой меломаны. Действительно, очень интересная была модель в своем ценовом сегменте. Со временем они почему-то совсем забыли, и компания IKKO решилась на перевыпуск этого хита прошлых лет. В новой редакции нам установили обновленный динамик из карбона и тот же самый фирменный арматурный излучатель Knowles 33518. Что же в итоге получилось, в этом нам сегодня и предстоит разобраться. Собственно, поехали! Упаковка продуктов IKKO, как всегда, радует в меру яркой мультяшной суперобложкой с фото внутреннего устройства и описанием основных достоинств модели. Под ней мы встречаем еще более строгий коробок с альтернативным наименованием модели GEMS. В комплект нам положили, конечно же, друзья, стандартный набор документации, фирменную запонку с лисой, тактильно такой приятный мешочек для переноски наушников и два набора амбушюр разного размера. Одни из них классические силиконки, а вторые так называемые мандаринки. То есть сверху идет силикон, а внутри пенная основа. Очень любопытный подход. Таких еще насадок у IKKO лично я не встречал. Кабель здесь очень похож на то, что было еще в первой ревизии наушников. Довольно плотный, приятный на ощупь, с сопротивлением равным 0,298 Ом. Соединение осуществляется на все еще пользующихся популярностью MFC коннекторов, отщелкиваются чашечки довольно легко, так что в качестве их можно быть вполне уверенным. Корпуса у наушников имеют очень интересное такое строение. Внешняя их часть прикрыта металлической пластиной с текстурой камня и маленьким компенсационным отверстием сверху. С внутренней же части они тоже металлические, с овальным таким звуководом в стиле Onkyo и основным компенсационным отверстием на 10-мм динамическим драйвером. Звуковод, естественно, прикрыт металлической сеточкой, имеет специализированный выступ для лучшего удержания амбушюр. Так вот, между этими двумя пластинами волной проходит вставка из пластика фиолетового цвета. На мой взгляд, очень здорово и симпатично придумали. По габаритам модель очень скромная, чего подойдет даже детям и молодым девушкам. Мои уши OH1S сели превосходно, удобные, с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Тут я хочу, кстати, друзья, предупредить относительно самых крупных насадок класса лопух. Вот с ними звукоизоляция была так себе. Все же остальное, ну, просто сногсшибательно. Вот так вот это, друзья, и выглядит. Импульс у ушек вполне стандартный, а вот искажения имеют свои особенности. Везде, кроме области в 5 кГц, значения в пиках достигают около 0,8%, ну что, собственно, прекрасно. Однако в районе 5 кГц они вырастают более 16%, что уже вполне может сказываться на восприятии данного диапазона. То есть может быть грязь, и это печально. Сделал более 20 измерений, везде картина одинаковая. Расхождения между каналами тоже удивляют, на низах они составляют почти до 4 дБ, что вполне может фиксироваться уже нашим слухом. Разница между различными амбушюрами здесь несущественна, фаза ведет себя ровно в соответствии с частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 70 и 100 миллисекунд. АЧХ же подозрительно так сильно копирует так называемую кривую Хармана. Практически линейный бас и хорошее такое выделение в области разборчивости. Единственное, нам тут еще добавили пик на 9,5 кГц для усиления детализации. По звучанию же герои обзора мне очень сильно напомнили динамические наушники TIN Hi-Fi T5. Настолько тут все чисто и детально. Однако есть у OH1S и своя особенность в подаче. Они просто невероятно расширяют сцену. Кто-то скажет: ура, наконец-то! Но вместе со сценой растягивается и весь звук целиком. Так, у TIN Hi-Fi T5 вокал правильно позиционируется в центре, а в OH1S он звучит вот как будто отовсюду, словно слушаем не вокалиста, а эхо, отраженное от множества стен. Эффект, безусловно, очень любопытный, однако при этом рушится восприятие сцены целиком, а звучание наделяется невероятной легкостью и воздушностью. Я пробовал эти наушники уже со многими плеерами, стационарными ЦАПами. Везде картина наблюдалась одна и та же. Просто безграничное пространство звука без ярко выраженных его источников. При этом замена силиконовых насадок на мандаринки этот эффект только усиливает. Переключая туда-сюда IKKO OH1S и, например, TFZ MyLife 4, первым делом ощущается, насколько в TFZ уже сцена, и одновременно с этим, насколько TFZ натуральнее звучат.
По позиционированию хотелось бы назвать героев обзора вокальными наушниками, однако лично я, друзья, так не считаю. Вокалистам такое строго противопоказано. Это скорее пространственные наушники, эмбиентные. Думаю, музыка именно такого плана им подойдет лучше всего. Слушать же в них что-то другое можно, но исключительно под настроение. Это точно не основные наушники, скорее для работы, чтобы ничего не отвлекало и не фиксировало вашего внимания. Однако отдадим должное. Бас тут ощущается, он довольно глубокий, очень текстурный, серединка смягчена, с великолепной детализацией, высокие хорошо так прибраны, дабы ничего не свистело, не пилило и не резало. Бархатный такой, но очень разряженный звук. Чилить в них реально превосходно. Или, как я уже сказал, вот чисто для фона. И это вообще не зависит от уровня или класса источника. Ушки такие вот прям сами по себе. И это их четко определяет среди всех остальных разнообразных моделей. Итогом гибридные внутриканальные наушники IKA OH1S удивляют вот прям с самой распаковки коробки. Очень интересный подбор амбушюр, изумительный по своей необычайности дизайн чашечек и очень воздушное звучание, без конкретной фиксации источников звука. В минусы также занесем довольно серьезные искажения в районе 5 кГц и ощутимые расхождения между каналами на саб-части. Как вторые или третьи наушники, модель, безусловно, превосходна. Мне понравилось в них работать или просто вот мечтать. Для конкретного же процесса прослушивания и оценки музыки они, на мой взгляд, слабо применимы. Эта самая почти бесконечная сцена накладывает свои отпечатки на построение звукового полотна и восприятие музыкального материала как такового. Получилось очень легко, воздушно, но как-то бесформенно. Для фона эти ушки просто превосходны. Иной стратегии их использования лично я не вижу. Если вы искали что-то необычайное с просто невероятной по ширине сценой, вот это вот оно. В качестве основных же наушников я бы рекомендовал, например, те же IKA OH10 или OH1 старого образца. Вот такие вот они, новенькие IKA OH1S. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.